Ты убиваешь или тебя убивают? Вот представьте мои первые дни в школе, и учителя перед всем классом называют меня спермой. Я в футболке «Спартак Москва», ты в футболке «Динамо Киев». Я смотрю через окно, и стоят танки. Ты пришел и кому-то по лицу дал, кому-то врезался, и все равно счастливый остался. Все, они все такие странные, в тапках, в шмапках. И с этих моментов я, можно сказать, стал бездомным. Всем привет, я Сёма Черемисин, я родился и вырос в России в городе Челябинск. Летом 2022 года я со своей семьей переехал в США, штат Нью-Джерси. Я хочу вам рассказать и показать, как это было и как я живу здесь сейчас. Этот выпуск будет наполнен эмоциями, потому что он не только про меня, но и про моих знакомых и друзей с Украины, России и Узбекистана. И с этого свежего утра в Нью-Джерси мы начинаем наш фильм. Поехали! Что ж, друзья, начнем с моей биографии. Толчком переезда в США для меня и моей семьи стало начало полномасштабной войны в Украине. Война всегда была основным страхом для меня. Когда в мире происходили какие-то серьезные политические конфликты, я всегда переживал, не перерастет ли это в войну, не коснется ли это России. И когда в начале февраля начала накаляться обстановка на границе с Украиной, я очень сильно волновался. Помню дни, я просто приходил после школы, ложился на кровать, думал, что же ждет дальше, неужели все-таки начнется война. Буквально через день я подходил к маме, интересовался, ну что там с Украиной, потому что тогда я еще не сильно сам за этим всем следил. Мама меня успокаивала. При этом ее друзья с Америки, с Испании тоже ей говорили, то, что сейчас начнется война. Мама им говорила то же самое, что и мне, то, что сейчас 21 век, никто так уже конфликты не решает, никому это не выгодно, никакой войны не будет. 24 февраля я проснулся примерно 6:30 утра, я вставал на тренировку. Первым делом я открыл Инстаграм. Все, что было в ленте, это взрывы в Украине. Я просто смотрел на все эти фотки, все это читал, то, что Украину бомбят. Список городов, которые сейчас находятся под бомбежкой, под обстрелами. Я на это посмотрел. Честно, я даже не воспринял это всерьез. Мне тогда было 14 лет, я еще не сильно вникал в политику, но при этом на протяжении всего детства помню, как мои родители постоянно с кем-то спорили о ситуации в Украине. И когда утром 24 февраля я открыл ленту и увидел все эти новости про взрывы, про атаки, я думал то, что это происходило и до этого, но не думал то, что это реально вот сейчас. Это начало полномасштабной войны. И, возможно, из-за того, что война всегда была для меня главным страхом, и когда она началась, я в итоге не смог это воспринять всерьез. В Челябинске утром 24 февраля было очень пасмурно, земля была скользкая, с неба медленно падал снег, я это очень хорошо помню, потому что этим утром я со своей командой, со своим тренером по легкой атлетике бегал кросс в лесу, и в атмосфере чувствовалась какая-то грустная перемена. Первые недели войны было очень страшно. Тогда я уже начал подписываться на все паблики в Телеграме, чтобы вникать во всю обстановку, следить, за событиями. Было очень жутко узнавать новости про первые смерти мирного населения. Просто было очень тяжело вообще воспринимать реальность в те первые дни войны. У меня и у всей моей семьи было ужасно подавленное состояние, и в начале марта мы решили сходить в термовода. Это в Челябинске открытый бассейн с горячей водой, с банями, с саунами. И мы решили в начале марта туда сходить, чтобы немного разгрузить голову. И в итоге вот как это все выглядело. Мы плаваем в горячем бассейне, на улице уже темно, над головой кружит пар. И каждые 10 минут над нами с ревом пролетали военные самолеты, которые, видимо, летали с Челябинского военного аэродрома и так вот туда-сюда. Каждые 10 минут. И тогда было понятно то, что от войны никуда не скроешься, она тебя достанет везде. В этот вечер мы наблюдали за другими людьми в бассейне. Они также болтали, смеялись, пили алкогольные коктейли. В общем, по обстановке нельзя было сказать, будто что-то изменилось, будто люди не знают то, что неделю назад наша страна начала войну с соседями. Все выглядело как обычный пятничный пчеловый вечер. И на фоне этих пролетавших
военных самолетов. Мама мне рассказала историю про своего знакомого военного летчика. Когда-то она с ним обсуждала военную школу и как они там выполняют приказы. И моя мама его спросила, если ему дадут приказ сбросить ракету на село, где живут его родители, выполнит ли он его. И он без сомнения ответил, что выполнит. В марте мои родители начали активно думать про переезд в другую страну. А я начал себя морально настраивать на то, что придется покинуть дом, все то, что я так люблю, к чему привык. Последние месяцы в России были очень насыщенны, и я их невероятно ценил. На мой день рождения в апреле мы последний раз съездили на озеро Тургаяк, который находится в Челябинской области. И в последний день там я вышел на балкон нашего номера, посмотрел на замерзшее озеро, на Уральские горы и попытался в себя вдохнуть по максимуму всю эту энергию, всю эту атмосферу, потому что Тургаяк с самого детства был для меня местом силы, местом энергии. Я его очень люблю. И тогда в последний день я пытался все это вдохнуть в себя по максимуму. После того, как я узнал, что мы будем уезжать, посиделки с другом за одной партой, футбольчик после уроков, тренировки, даже школьные уроки, которые я делал по вечерам, вся моя ежедневная рутина стала для меня на вес золота. Также перед отъездом я старался успеть как можно больше времени провести с лучшими друзьями. Один из них у меня на даче иногда оставался на 3 ночи подряд. Мы с ним на велосипеде объездили все поля в округе, проездили через кладбище, через церковь в соседней деревне. Играли босиком в футбол на дачном участке до покраснения на ногах. В общем, мы тусовались так много, будто хотели наверстать все время, которое мы не будем видеться следующие годы. Было очень тяжело осознавать, что скоро придется оставить дом и близких мне людей, с которыми я провел все детство и часть моей подростковой жизни. Однако моему мозгу как-то удалось себя настроить так, что я игнорировал все грустные, неприятные мысли и держал печаль где-то глубоко внутри себя. Я будто подсознательно бросил себе вызов на новые приключения. 10 июля 2022 года был день нашего отъезда и день вылета в Киргизию, в Бишкек, где мы должны были получить американскую визу. Все близкие родственники приехали к нам в квартиру, чтобы помочь с вещами и попрощаться. Как же было сложно держать себя в руках, когда все вокруг были в слезах. Я со всеми родственниками по несколько раз обнялся, старался держаться, слезы наворачивались, но я держался. Когда я садился в машину, я решил напоследок взглянуть на всех близких, и я в первый раз в своей жизни увидел, как плачет мой дедушка. Это ударило по мне больше всего. Я не мог от этого отойти несколько месяцев, даже уже в Америке. Мой папа, слава богу, тоже не плакал. Думаю, он в голове держал ту же планку, что я. Мой брат Гриша тоже не плакал. Плакала мама, но это было, конечно, ожидаемо. По дороге в аэропорт произошла следующая история. На трассе мы встряли в огромную пробку, которая образовалась из-за ремонта дороги, которую пытаются сделать уже несколько лет. И по навигатору мы понимали, что мы можем не успеть на рейс. Это был огромный стресс, но в этом моменте нам помогла сама судьба. Нас вез в аэропорт папин киргизский знакомый на машине с киргизскими номерами, на которые не может прийти штраф, так как она находится на территории России. И когда мы начали понимать, что мы можем не успеть на рейс, наш водитель просто выехал на обочину, обрезал всю пробку и потом летел до аэропорта на огромных скоростях. На регистрации нам женщина сказала, что еще бы 7 минут и нас бы уже не пустили на рейс. Как бы то ни было, нас пронесло, и мы сидели в самолете, который летел до Бишкека, и через иллюминаторы которого я последний раз смотрел на просторы России. Нам одобрили визу. Это был первый глоток счастья, облегчения, свободы в нашем путешествии. Но мы провели еще несколько дней в Бишкеке, пока ее оформляли. С Бишкека мы прилетели в Стамбул. Пересадку на рейс в Нью-Йорк пришлось ждать довольно долго, поэтому у нас было время прогуляться по городу, посетить мечети и закупиться турецкими сладостями. И ближе к вечеру мы сели на самолет, который летел прямиком в Нью-Йорк. Вы не представляете, в каком предвкушении и счастье у меня билось сердце, когда спустя 10 часов полета я через иллюминаторы увидел ночной Манхэттен. Я чувствовал себя как во сне. Это невозможно описать. Еще несколько недель я не мог поверить, что все это реально.
Ладно, что там говорить, я до сих пор иногда не могу поверить, что все это реально и что все это происходит со мной. Итак, друзья, с моей предысторией мы закончили. На дворе 1:30 ночи. Сейчас я иду спать, и дальше мы переходим к самой интересной части нашего выпуска. Приступаем к самому главному, как сейчас выглядит моя жизнь в США и как я к ней адаптировался. Я со своей семьей живу в штате Нью-Джерси, в маленьком городе Фейерлон. Этот город находится совсем недалеко от Нью-Йорка, и в нем живут очень много русскоязычных людей и даже приезжают до сих пор. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо моим тете с дядей, в доме которых мы жили первые полгода из-за того, что у нас не было жилья. Вот этот дом сзади меня. В нем я провел свои первые месяцы в Америке. И огромное спасибо моим тете с дядей. Если бы не они, я не знаю, как бы моя семья удержалась в Америке. Я пошел в американскую старшую школу в 9 классе в середине сентября 2022 года. Вот моя школа, я в ней учусь до сих пор. Первый день, когда я вошел в это здание и увидел абсолютно новых, незнакомых для себя учеников, коридоры, классы, я очень сильно нервничал. Добавок ко всему этому, в мои первые дни в американской школе произошла казусная ситуация с моим именем. Так как меня зовут Семен, в российском паспорте я записан как С-И-М-И-Н. Но на английском это читается как Симен и переводится как сперма. И когда я пошел в эту школу, в школьных списках я был записан именно так. И вот представьте мои первые дни в школе, я еще никого не знаю, ни с кем не разговариваю, переживаю, меня тоже еще никто не знает. И учителя перед всем классом называют меня спермой. Мои одноклассники вообще не недоумевали этой ситуации, смеялись. Я просто прикидывался дурачком и говорил, ну, наверное, это какая-то ошибка в школьном списке. Но уже спустя 2 недели я попросил школьный офис поменять форму моего имени на S-E-M-Y-O-N, Семен. Ну, а сам я представляюсь как Саймон. Но такие переживательные неприятные дни — это неотъемлемая часть жизненных приключений, и их просто нужно пережить. В американских школах одно и то же расписание на весь учебный год, поэтому я очень надеялся, чтобы у меня были совместные уроки с русскоязычными ребятами, и, слава богу, так и произошло. Благодаря этим ребятам с похожей историей и судьбой, как у меня, моя адаптация в американской школе и вообще в Америке, в принципе, прошла гораздо легче и быстрее. Алгебра был первый урок, на который я пошел в американской школе. Когда я уселся в классе, я начал рассматривать своих одноклассников, и за соседним столом я заметил русую девочку славянской внешности, которая тоже сидела и ни с кем не разговаривала. После алгебры у меня был ланч, и когда я пришел в столовую, там было очень много людей, стоял гул, все говорили на английском, у меня просто расплывалось в глазах, я не мог найти себе места, поэтому я решил просто выйти из столовой и погулять по тихому коридору. Пока я гулял по коридору, я позвонил своему лучшему другу из Челябинска, чтобы рассказать про первое впечатление, типа, вон, братан, я в американской школе. Но на самом деле я это делал просто, чтобы как-то немного успокоиться и найти какой-то комфорт. Пока я разговаривал со своим другом, старая горбатая женщина, которая следила за порядком в этом коридоре, сказала, что во время обеда я обязан находиться в столовой. Эта женщина была похожа на тех самых старых вахтерш из стран постсоветского союза, которые любят качать свои права и всем грубить. Я даже удивился, что здесь такие тоже обитают. Когда я вернулся в столовую, я увидел одно свободное место за столом вдоль стены, и рядом с этим местом сидел парень латиноамериканской внешности, тоже ни с кем не разговаривал. По нему я понял, что он тоже новенький, и уже хотел начать с ним диалог, как вдруг из ниоткуда меня остановила та самая девочка славянской внешности с моего класса по алгебре и спросила, говорю ли я на русском. Мы с ней начали болтать. Как выяснилось, следующий урок у нас тоже вместе, поэтому было достаточно времени познакомиться. Эту девочку зовут Маша, и она стала моей первой подругой в американской школе, с которой я говорю на родном языке. И сейчас мы идем к ней в гости. Здорово. Привет, привет. Чё ты, братишка, как ты? Нормально. Проходи, да все супер. Каждый раз, когда мы приходим в гости к Маше, тут постоянно стоят какие-то гостинцы, теплый чай постоянно в кружечках. Уют постоянно на высоте. Маша, расскажи, что произошло с твоим городом, с твоими знакомыми и как ты вообще убежала из Украины? Ну, на самом деле, я жила просто в таком небольшом городе Боярка, это было недалеко от Киева, вот, рядом со мной находилась Буча, и просто в один момент я сплю спокойно себе, завтра в школу, я помню, это был четверг, вот, я думаю, о, все, супер, завтра в четверг школа, все, пошла спать, вот, просыпаюсь в 5 утра, меня мама будет, говорит, Марусь, началась война. Я говорю, как война? Первый мой вопрос был в голове,
а я в школу иду. Вот, ну, для всех это было как-то неожиданно, и все думали просто, что это шутка. Но этот день наступил, и, ну, было на самом деле страшно, потому что ты просыпаешься и видишь, как над тобой летают ракеты, сбивают дома, то есть вышки, и было очень страшно. Я жила недалеко от Бучи, вот, я часто любила, ну, то есть я любила приезжать в этот город, потому что там был красивый парк, вот, мы там классно гуляли. То есть я жила недалеко от Бучи. Первое, что я услышала, это когда там были обстрелы. Смотря в моё окно, я могла видеть, как пламя вот от взрыва домов, пламя идет, и это было, то есть, очень страшно. Через несколько дней приехали наши друзья с Киева, вот, и в нашем доме жило 14 людей, как я помню. Вот, по вечерам мы собирались играть, только мы собираемся играть в карты, и начинают стрелять. И каждый вечер, то есть мы собирались, это были наши друзья, родственники, вот, мы играли, сидели в карты, пили чай, и только мы там уже начали партию, и уже начинаются обстрелы. Мы бежали, то есть, в подвал, потому что, ну, было страшно, и никто не знал, куда оно прилетит, соответственно. Вот, и что дальше было? Друзья наши решили уезжать за границу, они уехали в Германию. Мы ждали поезд. Мы услышали, что будет эвакуационный поезд из Боярки, и, то есть, он должен был направляться сразу во Львов, но как мы туда приехали, узнали, что он едет еще и в Киев. Мы приехали на перрон, было очень много людей, то есть прям очень много. Весь перрон был, ну, прям все в людях, все толкались. Мы видим, что едет первый поезд, мы туда не успели заскочить, потому что все люди перед нами вот так просто забежали туда, и, ну, то есть мы просто остались стоять. Где-то через час приехал следующий поезд, вот, нас просто туда запихнули с чемоданами, мама моя осталась стоять на перроне, папа тоже, вот, и, то есть мы просто с бабушкой уехали, вот, и так было непривычно, то есть все толкаются, просто стоят люди, там, ну, типа, маленькие дети, они плачут, вот. Мы поехали, то есть в Киев, и мы ехали очень долго, то есть мы приехали в Киев, там еще больше было людей, ну, понятно, центр города, самый такой большой вокзал, очень много людей, они сразу тоже позапихивались в этот поезд, все вот так селедочкой набиты, вот, и что дальше? Мы поехали просто во Львов. Страшный был момент в этой поездке, потому что ехали мы 16-18 часов, в общем, хотя ехать туда, ну, 5 часов где-то от силы. И где-то недалеко возле Винницы мы остановились, звучит сирена, и я, ну, смотрю через окно, и стоят танки. Вот просто Z написано, и стоят танки. А возле танков эти просто люди вот так, ну, разбросанные тела лежат. Вот, я смотрю, да, солдаты. И я даже не знала, чьи это солдаты, или наши, или русские. Это буквально, то есть, ну, это прошло где-то месяц, ну, после того, как война началась. Я смотрю, у меня просто мурашки по коже, и вообще не знала, что делать, что говорить. Я говорю, Танки рабочие были? танки, наверное, рабочие были, потому что, ну, понимаешь, они просто стояли вот так на поле, выстроены, и там буква Z, я прям вижу отчетливо. И просто я говорю бабушке, она говорит, да нет, тебе это показалось, хотя мне не показалось. И просто люди начинают смотреть через окно и просто начинают кричать. Вот там настолько большой крик стоял, дети начинают плакать, и кто-то включает телефон с фонариком, при этом звучит сирена. Кто-то включает телефон, все начинают кричать, говорят, мы сейчас тебя выставим с поезда, выключи, то есть выключи телефон, выключи фонарик, нас если заметят, наш поезд расстреляют, и все, ты останешься тут лежать мертвым. Прошло где-то это полчаса, мы стояли, мы вот это видим, все танки, но это было очень страшно. Но, слава богу, сирена прошла, и мы поехали дальше во Львов. Через пару дней должен был идти поезд, и мы вот как раз пару дней снимали квартиру во Львове, там жили, и проходит 4 дня, и прилетают ракеты вот недалеко прямо от нашего места, где мы жили, прилетают в вышку, и все, там есть там 82 раненых человека, 4 или 5 умерших, то есть тоже было очень страшно, и мы сразу приняли решение уезжать. И хорошо, что мы сели все-таки во второй поезд, потому что на следующий, через пару дней, еще один поезд шел, и колею подорвали, и поезд расстреляли, который шел через наш город. То есть и люди там погибли. И мы сразу приняли решение уезжать в Польшу, потому что, ну, не нашли варианта, все было очень небезопасно. Мои родители остались, ну, в Боярке жить, и, ну, то есть они хотели приехать, но почему-то мама почувствовала, что в тот день, когда вот эту колею подорвали, ей не стоило ехать. И, наверное, слава богу, она так и случилась. Мы выехали в Польшу, все было такое не по себе. Ты ходишь, там все на польском кто-то говорит, кто-то на украинском, никого найти не можешь. Где тогда 13 лет?
Да, мне еще тогда 13 лет было. Мы там жили, сняли номерок себе, пожили и просто видели, как эти люди жили на вокзале, как это все, ну, было смутно и страшно. И мы просто решили уезжать куда-то подальше, вот, еще дальше, потому что мы боялись, говорили, что на Польшу может перейти, еще дальше. Вот, и мы решили ехать куда-то. Так как все билеты разобрали по другим странам, там просто все поезда ехали в Германию, в Австрию, еще куда-то. Вот, а так как я танцевала с 2 лет, мы решили просто поехать в Америку. За счет танцев я тут была в 19 году. Вот, и то есть у нас еще до сих пор была тогда виза, и мы просто решили брать билеты и приезжать в Америку, и, ну, то есть как-то выживать тут. Родственников у нас тут нету, да, были друзья, вот, мы у них немного пожили, но в скором времени съехали. Планировали сначала тут надолго оставаться? Или просто- Вообще нет. То есть мама говорит: "Дочь, 2-3 месяца, и все закончится, и ты вернешься, вообще не переживай". То есть 3 месяца максимум. Вот у меня вот этот срок 3 месяца, и я вернусь в Украину. Вот, мы даже на больше вообще не задумывались. У нас в Украине все было, знаешь, прекрасно. И, ну, какая Америка? Ну, куда? Ну, Украина все таки роднее, и там все хорошо. Вот, но еще не было такого осознавания, что там очень небезопасно, и что там, ну, то есть каждый день убивают людей, бомбы летят, сирены, это все страшно, и это все очень влияет на психику человека, вот. Я помню, в первый день, когда я приехал, ты мне рассказала историю про своих друзей из Украины, которых убили российские солдаты. Да, это правда. У меня была одна подруга, с начальной школы, и мы, то есть, дружили с 1 где-то по 5 класс, но потом она переехала в Бучу как раз таки. С ней случилась очень тяжелая ситуация. Она жила в Буче, и в её дом ворвались русские, ее изнасиловали. Мама, то есть я уже не помню, что было с папой, но его вроде забрали на фронт. Мама, у нее еще братик был, и ее изнасиловали, и потом убили, и все. И на этом история закончена. Были еще знакомые, мама рассказывала мне, как просто ехали и машину расстреливали. Просто вот расстреливали, потому что, ну, там хоть и писалось дети, все нельзя, просто там дети. Русские просто брали и расстреливали людей, то есть солдаты, им было все равно. Им было абсолютно все равно. И эту девочку, ее насиловали просто на глазах у ее мамы, и она ничего не могла сделать, потому что, то есть, держали пистолет возле головы, и она ничего не могла сделать. И у нее еще был маленький братик, ему вроде 5 лет еще тогда было. Вот, и, ну, к сожалению, вот так случилось. Это очень тяжело осознавать. Еще тогда, когда я узнала, я еще была в middle school, и меня это вообще очень порвало. И Ты это меня... узнала, когда в Америке, да, уже? Да, я узнала, когда я была в Америке, вот только тогда. Я даже не понимала, у меня просто был шок, и я не понимала, как такое может произойти, почему это происходит с моими друзьями и знакомыми. Вот, это было очень тяжело для меня. Скажи, какие были твои впечатления об Америке, как только ты приехал? Это даже смешно. Честно говоря, я побыла тут месяц, и я хотела уехать. Я просто даже с первого дня, я смотрю на это все, они все такие странные, в тапках, в шмапках ходят. Я вообще не понимала, что тут творится. Какой-то странный менталитет. Я с кем не знакомлюсь, они какие-то все такие, ну, такие странноватенькие. Вообще не понимала, что я тут здесь делаю. Я хотела просто побыстрее уехать к своим родным друзьям, к своим просто близким, к маме, к папе. Вот, потому что, ну, мне ничего тут не нравилось. Все было очень странное, непонятное. Второе — это был язык. То есть я его в Украине хорошо учила, но когда я приехала, я совсем ничего не понимала. Я пыталась понять, что они говорят, но они там свой сленг используют. Я вообще, ну, то есть как будто с дуба упала, я ничего не понимала, что они говорят. Я работала по 12 часов, то есть, конечно, было сложно, и мы с бабушкой потом еще на выходных ездили на уборки, то есть все. Ну, как по максимуму пытались заработать денег, я как-то помочь, чтобы не напрягать бабушки со своими, знаешь, потребностями, если еще что-то. Ну, как уже привыкла, это уже, знаешь, мой дом, и то есть я даже не знаю, я просто уже вижу свое будущее, наверное, тут, потому что непонятно, сколько в Украине еще продлится война, непонятно, когда, то есть там все закончится, и как это все будет после войны. Ну, то есть я вообще не знаю, и то есть пока что я уже привыкла жить тут, это мой как дом. Оно хоть так-то, оно в душе не принимается, так что это мой дом теперь, и я вообще этого не могу принять, потому что, ну, всегда мой дом был в Украине. Вот, ну, знаешь, просто умом это понимаешь. Хоть, да, хоть не сердцем, но умом. Когда наша учительница по английскому тебе сказала то, что к вам приедет парень из России, как ты сначала на это отреагировала?
Я как только услышала, у меня, честно говоря, даже была агрессия не какая-то. Я услышала, я думаю, так, все, мы с ним не подружимся, я с ним никогда не буду общаться, потому что, ну, в всех новостях рассказывали, как Россия и люди оттуда ненавидели украинцев, и как все считали, что это правильно, что Россия правильно поступила, и что, ну, так должно быть. И у меня сразу в первой голове нет. Я с ним не буду общаться, я уже знаю, что он сейчас приедет, начнет говорить, какая Россия хорошая, какой Путин молодец, какой он классный, все супер, он забирает, освобождает, вот. И поэтому у меня, конечно, были негативные эмоции, вот. Но мое слово такое в голове, ну, посмотрим, что будет, какой он будет, посмотрим. Несмотря на то, что я приехал из страны, которая напала на твой дом, почему ты сейчас со мной общаешься? Ой, на самом деле, потому что ты, ну, оказался совсем другим человеком, чем я себе представляла. Вот когда мы познакомились, я узнала, что ты уехал из России из-за того, что война началась, и я знаю, что ты против войны, вот, и против нападения России на Украину, и меня это просто в душе очень обрадовало, потому что я услышала это, у меня просто аж расцвела, потому что я думала, что я никогда с тобой не начну общаться, мы будем с заклятыми врагами. Я на самом деле очень обрадовалась, когда это услышала, мне было очень приятно, что есть люди из России, которые думают по-иному, и которые думают, ну, то есть не за власть и против нее. И вообще ты сам по себе очень приятный человек, с тобой приятно общаться, всегда есть темы творческие, всегда есть интересные темы для общения. Вот. И вообще очень хороший и дружелюбный. Спасибо, Вот. это очень приятно. Конечно. Следующий герой нашего фильма — это Диана. Она переехала в Америку вместе со своей мамой летом 2022 года с Западной Украины, с города Ивано-Франковск. Она тоже одна из моих первых подруг в Америке. Нас познакомила Маша в мои первые дни в школе. Диана, как ты изначально отнеслась к тому, что я приехал из России? Сначала меня это намного напрягло, но я, честно говоря, сначала не думала, что мы будем общаться, потому что ты была младше меня, и я помню, я видела тебя в коридоре с Машей как раз-таки, и ты выглядел очень стеснительным. И да, но потом мы сидели вместе на ланче, и все было очень хорошо, мы хорошо сдружились. И в конце вышла очень хорошая компания. И до сих пор дружим? Да. Твой родной язык — это украинский, но, например, со мной и с другими людьми, у которых основной язык — это русский, ты говоришь на русском. Но с украинцами иногда ты говоришь на украинском, а иногда на русском. От чего это зависит? На самом деле это зависит, с кем я, потому что если я с украинцами, которые общаются по-русски, к сожалению, в большей части, или мне легче говорить на украинском, к сожалению, я больше перехожу на русский. Если мы в компании и есть люди с других стран, которые только понимают русский язык, тогда я говорю по-русски, чтобы все меня понимали. Но если я с людьми один на один, или только все, которые говорят по-украински дома и просто в жизни, тогда я перехожу на украинский, потому что так намного легче. Диана уже не живет в Ферлоне, она здесь поручилась только 11 класс, но сейчас иногда переезжает к нам. Диана, сейчас у тебя первый год в колледже. Сначала ты поступила в Montclair State University, но со следующего семестра ты переведешься в TCNJ, The College of New Jersey. Скажи, насколько было сложно поступление и почему ты сейчас переходишь в другой университет? Поступление было на самом деле сложным, потому что это очень разное от того, что я знала в Украине, то, что я жила всю жизнь. Система намного разная. Тут, чтобы поступать в колледж, тебе нужно делать много аппликаций, писать много эссе, нужно убедиться, что у тебя хорошие активности, что ты чем-то занимаешься, какие-то есть у тебя хобби, волонтерство. Поэтому на это было реально очень сложно, очень много времени потрачено. Но вот мне не очень сильно понравилось в университете, который я выбрала, и это я больше выбрала из-за финансов, потому что он был дешевле, очень близко к дому. И я сейчас перевожусь в другой колледж, потому что мне там, честно, намного больше нравится, у меня там больше знакомых, больше друзей, и так будет намного легче. И я там буду жить на кампусе, то есть я буду жить в университете вместе со всеми, а сейчас я живу дома и просто езжу на классы и возвращаюсь обратно домой. Мне это не очень нравится. То есть со следующего семестра ты будешь уже жить в университете? Да. Тебе давали какие-то поблажки при поступлении за то, что ты приехала с Украины? Скорее всего, да, потому что эссе, которое самое сложное, это как бы профессиональное эссе, которое ты подаешь все колледжи. Я писала его про мой опыт с Украины и про опыт с войной. Сколько ты примерно времени тратишь на учебу? Если сравнивать с американской школой и колледжем, то, конечно, в университете намного
сложнее учиться, потому что тут слишком все строго и очень-очень-очень много домашки, разных проектов, эссе, поэтому я трачу достаточно много времени. Это каждый день после школы я к 10 часам готовлюсь к экзаменам и ко всему, поэтому я очень много учусь. А учителя тоже строже? Да, учителя строже, потому что в американской школе ты можешь пойти к учительнице для дополнительной помощи после уроков. Или, возможно, это, конечно, зависит от учительницы, но, возможно, она сделает тебе какие-то поблажки, но на самом деле в университете такого нету. Это все зависит от тебя, насколько сильно ты вкладываешься в учебу. Кроме учебы, что вообще интересного и необычного в жизни американского университета? Ну, на самом деле в американском колледже, мне кажется, это все как в фильмах, потому что очень большие футбольные игры, очень много вечеринок, и также есть такое, как fraternity and sorority, это как братство и сестричество, если переводить на русский. И это делают такие организации, это достаточно популярно туда вступать, и это очень весело и очень классно. Они находят те людей, с которыми ты был? Не-не, это просто как там очень много друзей, у них общий дом, они живут все вместе. То есть ты можешь все мальчики с ними, живут что ли, вместе. жить? Или Да, это типа очень круто быть там. Но это то, что большое отличие просто у нас вообще было. Где и как ты сейчас видишь свое будущее? Если бы ты меня спросил даже год назад или полгода назад, я бы сказала, что я очень сильно хочу назад в Украину, я хочу там жить и оставаться. Но сейчас, конечно, я до сих пор очень сильно хочу назад в Украину, потому что у меня там семья, папа, брат и все родственники. Но сейчас уже, как я поступила в университет, и у меня тут больше друзей, я больше тут адаптировалась, мне намного легче тут, и мне кажется, что тут больше перспектив к будущему, и все равно, если даже я буду тут, я все равно смогу каждый раз приезжать домой в Украину, когда я захочу. Поэтому это было бы очень классно. На второй школьный день для меня поставили проводника, ученика, который тоже приехал из России, чтобы он на родном языке еще раз все мне объяснил про школу. Так делают специально в американских школах для учеников-иммигрантов в их первые учебные дни. Моего проводника звали Богдан. В 2019 году он переехал в Америку по грин-карте из города Грязи, Липецкой области. Сейчас Богдан уже часть нашей компании, но больше года назад он уже закончил школу и переехал жить в Чикаго. Когда я был в 9 классе, у меня был обед на 5-м уроке, у Богдана на 6-м. Тогда он мне сказал, что на 5-м уроке у него есть друг узбек, и он может меня с ним познакомить. Сначала я отказался, но в итоге во время обеда Богдан меня все равно привел к нему. До этого я примерно себе нарисовал, как будет выглядеть этот узбек, и у меня в голове немного замкнуло, когда я увидел его. Это Артем, абсолютная противоположность того, что я представлял. С того дня Артем стал моим первым другом в Америке. В день, когда мы с ним познакомились в столовой, я протянул ему руку, сказал: «Я Семен». Он протянул мне руку, смеясь, и сказал: «Я узбек». До сих пор в компании его многие называют просто узбек. В общем, вот такая история, как мы с ним познакомились. Артем переехал с Ташкента на новогодние каникулы с 2021 по 2022 год. Изюминка его истории переезда в том, что ни он, ни его младшая, ни старшая сестра не знали, что они сюда приезжают. Они думают, что они просто едут сюда на новогодние каникулы, тем временем, как у их папы был такой план переезда. Когда они уже были в Америке, думая, что они просто на новогодних каникулах, их папа сообщил им, что они тут остаются жить. Какая у тебя вообще была первая эмоция, когда ты узнал про это? Ну, изначально я максимально охуел, потому что это было абсолютно неожиданно, потому что мы приезжаем в Америку, потому что мы ехали на каникулы буквально. Потом я словил как радость, так и грусть, потому что я не сказал никаким из своих друзей про отлет. Никто этого не знал, я ни с чем не успел попрощаться. Но по итогу я также и радовался в моменте, потому что Америка — это круто, любой подросток бы хотел тут жить. Как твои родственники с друзьями реагировали? Все мои родственники, так как бабушка, там, дедушка, они все это знали, поэтому они плакали перед отъездом. Я не знаю, что я посчитал нормальным. Твои друзья что думали по этому поводу? Ну, я им сразу же написал то, что, оказывается, я переехал в Америку навсегда. Они также были шокированы. И, некоторые из них обиделись, потому что
Я ни с кем не попрощался абсолютно. Ну, я всем пообещал, что я скоро приеду, но в итоге я приехал только через год. Как твой папа преподнес информацию, что вы здесь остаетесь навсегда? Ну, мы всей семьей сидели в отеле, и нас папа позвал к ним номер, к родителям. Получается, я, моя сестренка и сестра спустились вот вниз к ним на этаж, зашли в номер, и папа нас всех посадил и сказал то, что дети, я знаю то, что типа я вам должен был раньше это сказать, но получилось так, как получилось. И мы, короче, останемся в Америке навсегда. Сказал то, что это так надо было делать, чтобы нас там на границе не остановили, какие-то вопросы не начали задавать. Я немного догадывался еще, будучи в Узбекистане, но для меня это все-таки было, типа, нихуя себе. И в том году я даже помню, я с друзьями стоял в магазине, пил Кока-Колу, и у меня один из друзей, Азимка, спросил, отпустил бы ты все, что у тебя вот сейчас есть, просто чтобы поехать в Америку, там больше типа возможностей и так далее. И в тот момент я сказал да. И буквально, наверное, через 2 недели я переехал в Америку. Были у тебя все-таки в начале моменты, когда хотелось домой? Первая мечта, так как я еще не пошел в американскую школу, мне абсолютно все нравилось, все казалось максимально крутым. Когда я пошел в школу, у меня немного началась депрессия, потому что тут абсолютно другие люди, абсолютно другая атмосфера. При этом, когда я пришел, у тебя тоже было еще много знакомых американцев. Я сидел в американской компании за ланчем, у меня были на некоторых уроках американские друзья, но все-таки я чувствовал себя как-то отделенно от них. Но потом я привык, через год мне абсолютно начало нравиться. Когда вот ты появился, у нас компания начала расширяться, все стало лучше. Я когда тоже пришел, лично от себя скажу, я сидел вместе с Артемом за столом с американцами. Поначалу это было, чувствовалось очень классно, что ты тоже вроде бы в этом всем сообществе общаешься с американцами, шутишь на абсолютно типа дебильные, неинтересные темы. Но потом мы поняли то, что нам вместе как бы комфортнее, и мы как бы отделились от этого стола, начали создавать свой, так сказать. да. Ну скажи, чем сейчас вообще занимаешься по жизни? Ну, сейчас я в 12 классе, в последнем году в американской школе, и мне надо поступить. У меня сейчас куча экзаменов, которые я должен закончить, там, подготовиться. Поэтому очень много времени провожу в учебе. Ну и также, типа, в свободное время. Вот у меня есть моя мини-студия, которую я сам недавно собрал. Еще всякие там вещи должны прийти. И, получается, я пишу музыку. Там, рэпчик, На русском? Да, на русском, потому что вообще хотелось бы мне продвигаться в СНГ комьюнити, а не на английскую аудиторию, американскую. И поэтому я пишу все на русском и буду скоро вот появляться и в Ютубе тоже. Ты планируешь продолжать в Америке? Да, конечно. Ну, не знаю, как все сложится вообще, но изначально буду вот петь на русском, получается. В Америке у меня уже придумана вся история, как я начну. Первое, скорее всего, видео будет на Ютубе, вот как мое приветствие. И там же будет вот моя первая песня, которая выйдет. Ну и потом все как получится. Все должно там по плану пойти. И посмотрим. Какие твои любимые СНГ-исполнители? Мои любимые СНГ-исполнители? Вообще изначально мой, наверное, самый любимый артист до сих пор — это Моргенштерн. Он меня, так сказать, привел вообще в рэп, в музыку. Я его первого, кого очень начал слушать из музыкантов, он меня очень сильно зацепил. Я был, кстати, на его концерте в Нью-Йорке в 2022. В данный момент, наверное, больше всего слушаю Вайпера, Massive Angel. Но я очень разнообразную музыку слушаю, потому что я могу также и слушать из 52-х что-нибудь, там, Алвака и что-то подобное. И вообще я слушаю всю музыку любую. И из американских кого ты видишь? Из американских 100% Playboy Carti и весь его лейбл, потому что, ну, они просто дают тренды, так сказать, там, из года в год. Они ставят планку даже всего мира, я бы сказал. Все у них сейчас копируют, особенно в СНГ. И Kanye West, Travis Scott, 21 Savage, там, Rich and Miri, тоже прям легенда. Весной 2023 года, пока мы с Артемом еще сидели за одним столом с американцами, мы ближе познакомились с Денисом и с Арсеном. И после одной истории, которая нас очень сильно сплотила, о которой мы расскажем буквально сейчас, мы создали свой отдельный стол на обеде, за которым на тот момент сидела вся часть нашей компании. В феврале 2023 года в России началось движение Редан. Для тех, кто не знает, это были массовые конфликты между нефорами и офниками.
Мы с Артемом понаблюдали за всей этой движухой, мы вдохновились и придумали гениальную идею, как снять постанову про то, что это движение Ридана и Офников дошло до Америки. В один день после школы мы сняли первое видео. Я переоделся в Офника, Артем переоделся в Нефора, и Богдан был оператором. Сюжет видео был таков. Я якобы Офник, увидел Нефора Артема в парке, решил до него докопаться, а он оказался не слабаком и кинул меня на прогиб прямо в снег. На следующее утро мы это видео залили в ТикТок, и оно активно начало набирать просмотры. В тот день мы не могли никак сконцентрироваться на учебе, потому что мой телефон просто разрывался от уведомлений. Там набирались 1000 просмотров, 1000 лайков, 1000 комментариев, и люди верили в комментариях, что это происходило. Я помню, как на ланче мы с Семеном просто радостно друг друга начали обнимать, там пожимать руки, говорить типа: братан, мы популярны. К тому времени у нас, наверное, было 1100 просмотров и просто, 1000 комментариев, которые нам дали понять, что надо продолжать это снимать, и мы там уже придумали ебанутый план, как это все сделать. К концу дня, к сожалению, это все закончилось максимально печально, потому что я помню, на 8-м уроке у меня забрали телефон, и я сидел, не мог обновлять эти просмотры, не мог ничего видеть, я просто выхожу с урока, я вижу лицо Семена, он меня там тоже ждет, и у него почему-то она грустная, а я такой: да все, брат, пошли, снимать и так далее. И я просто выхожу, и он говорит: брат, у нас заблокировали видео. И я такой, да что, какого фига это все так случилось? Мы просто открываем телефон, и у нас просто заблокировали видео. К тому времени оно набрало уже 1300, и это было понятно, что на 1 000 000 она идет. И в итоге оказалось, что этот видос заблокировали из-за насилия, из-за того, что там была сцена с дракой. Хотя это была постановка. После того, как наше видео заблокировали, мы не сдались и придумали новый сюжет для видео на эту же тему, только более приемлемый. Тогда на съемки видео мы уже позвали Арсена, одного пацана Сашу, но сейчас мы с ним уже не общаемся, и девочек, Катю и Диану. К сожалению, Денис тогда с нами не мог сниматься, потому что у него каждый день были тренировки, и у него все никак не выходило. Сюжет видео снова был банален. Я и Саша Офники забрали девушку у Нефоров, Арсена и Артема, и Нефоры просто убежали как трусы и оставили свою подружку Офником. И все это якобы происходило под окнами американских жителей. Запрети мне ходить в Ридане, в нем я паук, в нем все меня боятся. Запрети мне ходить в Ридане, что ночью, что днем, все меня боятся. И это видео набрало больше 1 000 000 просмотров, у нас была эйфория, мы чувствовали себя знаменитыми, и самое главное то, что людей в СНГ реально цепляли наши видео, и они верили в то, что в них происходит. Арсен приехал с Харькова осенью 2022 года, сейчас он профессионально занимается музыкой. И про него также есть отдельный выпуск на канале. Как ты отреагировал, когда мы с Артемом абсолютно неожиданно позвали тебя сниматься в наших ТикТоках? Буквально за день до того, как меня позвали сниматься в ТикТоке про Ридан, я шел домой из школы и встретил Семена, Артема и Богдана. И они заметили меня, подошли ко мне и такие: короче, подпишись на наш ТикТок. У нас там видео прикольное, ну может оценишь, там лайки поставь, оцени, напиши нам, как они тебе. Ну, я посмотрел эти видео. Они были смешными. Очень. Ну, в общем-то, на следующий день просто ко мне подходит Семен и говорит: Арсен, в общем, мы снимаем видео про Офников и Риданов. Не хочешь сняться? Ну и я подумал, почему бы нет? Это хороший шанс сблизиться с другими русскоговорящими людьми в моей школе. Может, у меня с ними найдутся какие-то общие интересы. Поэтому я сразу же согласился и в тот же день пошел с ними сниматься. Ожидал ли ты вообще-то, что наши эти ТикТоки станут такими популярными? Ну, честно говоря, я не ожидал. Но, в принципе, я надеялся на то, что они наберут какое-то определенное большое количество просмотров, потому что мне действительно понравилось сниматься в этом видео, и я думал, что было бы прикольно, если бы мы стали популярны в каком-то узком кругу лиц. Поэтому, в общем, я надеялся, но не ожидал. И когда я увидел, какое количество просмотров набралось даже за первые пару часов, у меня глаза на лоб полезли от такой активности. После этого мы продолжили снимать, наши видео набирали сотни тысяч просмотров, но в итоге все потихоньку пошло на спад.
когда и волна ажиотажа Рядана и Офников в СНГ тоже пошла на спад. Но самое главное, то что эти съемки и триумф, который мы испытывали от результатов этих съемок, очень сильно сплотили нашу компанию. А в столовой на обеде у нас сформировался свой отдельный столик большой компании, состоявшей из украинцев, русских и узбеков. В общем-то, все эти съемки сплотили нас очень сильно как друзей, стали как мини-семья. Уже на ланче мы с Семеном начали отдаляться от американского столика и создавать больше как наш, где сидели девочки, Денис, Арсен, я и Семен. В целом было очень классное время, где мы там вместе шутили, и просто куча легендарных моментов, там куча воспоминаний, и вот так вот мы и проводили время. Денис приехал в Америку с Тернополя по грин-карте незадолго до начала войны в Украине. Сейчас он профессионально занимается дзюдо. Про него также на канале есть отдельный выпуск. Расскажи, Денис, про свою жизнь в Америке до того, как ты встретил нас. Когда я приехал в Америку, у меня, конечно же, были проблемы с английским языком, и я не мог никак вливаться в американское общество, и мне на тренировке помогали некоторые русскоязычные ребята. А ты на скольких языках говоришь? Какой твой родной? Я говорю на 3 языках, на украинском, русском и английском, но мой родной язык это украинский. Дальше я, когда уже пришел в школу, у меня были те же проблемы с английским языком, тогда я вначале сел к американцам за столик. На обеде? Да, на обеде. И тогда у меня практически ничего не получалось с ними. Ну, у меня получалось, конечно, с ними, но меня было очень сложно с ними ловить тоже общение. И они мне не уделяли много внимания в общении, и тогда мне было сложно их понимать. Тоже было некомфортно с ними сидеть и общаться. Вне школы у тебя были друзья, и общался ли ты вне школы? Вне школы у меня вообще не было друзей. И тогда, когда уже в 10 класс появились вы, и вы тогда начали формулировать свой стол, и дальше я уже отделился от американцев и пришел к вам. Мы начали уже не только сидеть за столом на ланче, мы начали уже гулять, больше тусоваться, также начали играть в футбол. Это время было полно хорошими воспоминаниями и было весело. Несмотря на то, что сейчас Денис в основном общается только с нами, он все равно очень популярен среди американцев в школе и в городе в принципе из-за своей внешней и внутренней схожести с Хабибом Нурмагомедовым. Вон, все получилось. Штаны UFC. Как уже сказал Артем, мы совсем перестали сидеть за одним столом с американцами. Как бы это круто ни было, мы начали понимать, что теперь у нас есть своя компания, где мы все могли говорить на родных языках, на русском или украинском. Вскоре Денис, который до этого сидел за столом только с американцами, тоже потихоньку откололся от них и стал тусоваться и сидеть на обеде вместе с нами. Мы стали больше проводить времени вместе, тусоваться и в школе, и вне школы. Очень часто Артем нас всех звал к себе домой. Хочу сказать интересную про него деталь, про его гостеприимность. То, что когда мы с ним познакомились, в первые 5 минут знакомства со мной, он меня уже пригласил к себе домой, даже с ночевой. Каждый ланч мы заливали смехом американскую столовую. Сначала все на нас косо смотрели, но, видимо, со временем они все привыкли, и им уже было все равно. Никогда в жизни я так сильно не смеялся, что мне просто было трудно дышать. У меня болел пресс, как вместе со своей компанией на ланчах в 9 классе. В основном Денис придумывал какие-то шутки и мемы, а остальные просто их дополняли. Арсен смеялся просто на всю столовую своим заразительным смехом. После этого даже те, кто не смеялись, начинали смеяться, и мы просто всей компанией вот так вот держась за животы, тяжело дыша, проводили так каждый обед. Благодаря этому всему я стал чувствовать себя гораздо увереннее в американской среде, и в принципе я стал более счастливым. И думаю, что так было с каждым из нас. Если что, не обращайте внимания, то что у нас каждый кадр меняется погода. Это вообще обычное явление в Нью-Джерси. Чтобы вы понимали, в начале этой недели я еще на этом стадионе тренировался в футболке, а сегодня мы уже ходим по снегу в минусовую температуру. Это Андрей. Он приехал с Киева. Мы с ним познакомились осенью 2022 года онлайн. Когда он еще был в средней школе, я в старшей. По выходным договаривались выходить играть в футбольчик. Так с ним, в принципе, и подружились. А этой осенью мы даже играли за одну школьную футбольную команду. Осенью 2022 года ты себе искал друзей онлайн. Мы с тобой нашли друг друга и договорились встретиться, пойти поиграть в футбол.
На тот момент мы с тобой даже еще не видели друг друга. Но я тебе сказал, то, что я из России, объяснил свою ситуацию, но ты все равно без вопросов пошел со мной играть. А сейчас мы с тобой на поле устраиваем зарубы. Я в футболке «Спартак Москва», ты в футболке «Динамо Киев», и у тебя нету никаких претензий к этому, и ты вообще к этому относишься спокойно. Сначала скажу за себя. Я вообще никогда особо не следил за российской премьер-лигой, но начал поддерживать «Спартак» с того момента, как мой друг еще с Челябинска переехал в Москву и начал за него играть. Ну, а против украинских футбольных команд я, конечно же, никогда ничего не имел против. Андрей, ну расскажи с твоей стороны, почему ты спокойно относишься, условно, то, что я играю вместе с тобой в футболке «Спартака». У меня никогда не было к этому претензий, никогда не было никаких приоритетов, что кто-то лучше, кто-то хуже. Россия, Украина, у меня никогда не было никаких плохих настроев против какой-то российской команды, никогда. Ни против русских, ни против никого. Я всегда верил в то, что дело не в нации, а в человеке. И наша с тобой дружба это доказала. Это правда. Этой осенью ты попал в основной состав нашей школьной футбольной команды. Расскажи про свои впечатления об этом и вообще про эту американскую атмосферу школьного спорта в основном составе. Слушай, я вообще не ожидал, что я попаду в команду. Я был настроен на то, что меня вообще не возьмут ни в какую команду. А тогда я попал в первый состав. Слушай, это было незабываемо. У нас была поездка в Пенсильванию, она мне очень сильно запомнилась. Я познакомился с многими ребятами, я нашел друзей. Это был хороший опыт для меня. Я почувствовал себя опять на поле. Спустя 2 года я не играл, я опять почувствовал мяч, поле, команду. Да, это было незабываемо. Еще вместе с тобой мы этой осенью ходили на футбольный матч МЛС Нью-Йорк Ред Буллс против Коламбус Крю. Скажи вообще про свои впечатления по поводу игры МЛС, потому что ты был и в Европе на футбольных матчах, и в Украине был. Скажи, чем вообще отличается и понравилось тебе? В первую очередь я не ожидал такой атмосферы на стадионе, так как многие люди считают, что в Америке плохие болельщики, плохая атмосфера, что здесь футбол наш европейский не популярен. Но нет, там было много болельщиков, фанатов, были даже эти фаеры, они зажигали, были барабаны, было все, была атмосфера, была заряженность. Мне очень понравилось, особенно открытие матча, когда они пускали салюты, был гимн, когда футболисты разминались, выходили, я почувствовал эту атмосферу тоже. Мне очень понравилось. Всем советую туда сходить. На самом деле у меня тоже самое мнение по поводу игры МЛС. Я на самом деле не ожидал, что будет настолько круто. Я тоже стереотипно до этого думал, что игры МЛС будут довольно скучные, в отличие от европейских. За последние годы я думаю, что американская футбольная лига получила очень хорошее развитие. Стало больше болельщиков у команд, лучше стал перформанс, и, в принципе, больше игроков сейчас приходят. И, в общем, эмоции от одного матча МЛС мы получили просто полно. Я вообще был очень сильно доволен. На поле сейчас атмосфера. Победа 5-3. Андрюха сегодня много отыграл. Опиши вкратце игру. Нормально, немножко проебались в защите. Ничего страшного. 5-3 же. Нормально, но опять же в защите проебались немножко. Так могло бы 5-0. Так могло бы и быть 5-0, да. Если бы я вообще второй тайм отыграл полностью, было 50. Но если бы тебя не выпустили, мы бы, скорее всего, проиграли 6-5. Да, если бы меня не выпустили, да. Это был бы провал сезона. Ну кайф, значит. Ну кайф, брат, да. Все, спасибо. Давай. Также осенью 2023 года я познакомился с Ростиком. Вот он. Ростислав Заяц. Если что, Заяц — это его фамилия, и он приехал с Тернополя. Всем привет. До того, как я подружился с Ростиком, периодически весной, летом мы с ним пересекались где-то тут на улицах или в парке, потому что, как оказалось, мы с ним вообще соседи. Но вообще первый раз я его увидел весной 2023 года, когда я еще с первой частью компании в парке играл в волейбол, и Ростик проходил мимо нас, и я его увидел, и я с первой же секунды придумал ему кличку Вася Уточкин. Даже не знаю почему. Я ему придумал такую кличку. Естественно, я на тот момент не понимал то, что он понимает по-русски. И когда он услышал то, что мы что-то говорим про него, он посмотрел на меня и на моих друзей и сказал: «Я вас понимаю». До сих пор мы даже в компании иногда шутим про то, что тот самый Вася Уточкин в итоге стал нашим близким другом. И лично для меня этот город наполнен непредсказуемыми знакомствами, но это нормально, потому что такова жизнь вообще деревенского городка. А Ферлон, по сути, по американским меркам, деревенский городок. Ростик, за всю жизнь
ты очень редко говорил по-русски и знал его вообще далеко не идеально, потому что ты западной Украины, но при этом в нашей компании ты говоришь на русском языке, несмотря на то, что у нас даже большая часть ребят это украинцы, и говоришь очень хорошо. Вот расскажи, как ты к этому адаптировался и как ты к этому вообще отнесся? Во-первых, я довольно толерантный человек. То есть, почему я говорю, например, с тобой на русском? Потому что ты русский, и я как бы уважаю то, что ты как бы русский, то, что ты не знаешь украинского. Это вот самый большой аргумент, почему я говорю с тобой на русском. В компании мы говорим на русском, когда вот есть люди с других стран, которые не с Украины, именно русском. Здесь есть украинцы, я знаю, у меня есть друзья украинцы в Америке, с ними общаюсь на украинском, потому что они очевидно Запада, и очевидно я буду с ними разговаривать на украинском. В Украине я на русском говорил несколько раз, то есть именно в Тернополе за всю жизнь, что я прожил в городе, наверное, ни разу я на русском общался. На русском я общался в автобусах, когда ездил на восток, когда слышал людей русскую речь. А почему я знаю вообще русский? Я в младшую школу ходил. Вот на Западе, когда я ходил, было очень толерантно. У меня в школе преподавали русский язык. То есть был урок как английского языка и урок русского языка. Все остальное на украинском, но есть урок русского языка. И они мне дали как бы базу русского. Но сейчас этого урока нет уже, правильно? Уже нет, потому что из-за действий 22 года. Но когда я пошел в школу, он был. То есть до войны? До войны он был. До войны русский язык преподавали в украинских школах? Это была одна школа на всю область. Когда-то ты мне даже рассказывал то, что однажды ты в Инстаграм выставил сторис под песню Цоя на русском языке. Да. И твоя одноклассница с Украины докопалась за тебя за это. Расскажи просто вкратце, что это была за ситуация. Это был сторис, когда было солнечное затмение. И я поставил песню Цоя «Звезда по имени Солнце». Она мне пишет что-то в таком роде, почему на русском, или это как-то некрасиво. Я ей говорю, что вот Цой, он даже не русский. Ага. И он просто пел на русском. И вот из-за этого, что он пел на русском, не надо его осуждать. Точно так же мне надо осуждать, потому что русский язык мне очень сильно помог здесь в Америке, когда мне было сложно. Она как бы поняла. Я не знаю, что она точно подумала, но мне кажется, она все поняла, и я надеюсь, что она все поняла. Она, скорее, это сделала из-за того, что в Украине настрой такой, как бы она же уже такой 3-й год живет в войне. Большинство людей до войны очень лояльно относились к русскому языку. Вот я хочу ввести пример, например, на Западе в 80-х или 70-х образовалась рок-группа «Братья Гадюкины». Они образовались во Львове, то есть во время Советского Союза. Они пели на украинском. При этом их родители переселили во Львов с России. И они пели на украинском, иногда пели на русском. Поскольку в Советском Союзе было много запретов, им разрешили даже выступать в Москве на украинском. И они играли абсолютно нейтральные песни, то есть им разрешали это все. Вот это доказывает, что на Западе был как бы очень лояльно к русскому языку, если там смогла формулироваться группа, которая пела то на русском, то на украинском, и при этом они все были, по сути, русские, просто родились на Западе. Еще Ростику огромный респект за то, что, за исключением, конечно же, этого отрывка, он выступает оператором этого фильма, поэтому огромное спасибо за участие, Ростик. Все. Это Коля, это Денис. Я с ними подружился этим последним летом 2024 года. Коля приехал с Москвы, Денис приехал с Одессы, и они уже лучшие друзья больше 2 лет, еще со средней школы. Скажите, как вы познакомились? Ну, это был обычный день после школы. И я прохожу мимо парка, и тут я вижу Колю, который висит на турниках и пытается сделать подтягивание. И я понял, что это будет мой лучший друг. Мы начали общаться, и сразу все полетело. Мы нашли общий язык, ничего нам не мешало. Денис, вот ты с Одессы, Коля с Москвы, и вы уже подружились на момент войны России и Украины, и при этом у вас не было каких-то конфликтов или недопониманий из-за этого? У нас вообще не было конфликта по поводу этого, потому что с первого дня я поддерживаю Украину, и у меня нет претензий вообще к Денису и вообще ко всем украинцам, которые приехали сюда, в Америку. Да. Этой осенью вы оба играли за школьную команду по американскому футболу. Скажите, почему вы вообще пошли на этот спорт? Потому что обычно, чуваки с нашей страны вообще не знают про этот спорт, не знают, как в него играть. Почему вы вообще решили в него пойти? Это было лето этого года. Мы работали в лагере вожатыми, и мы не знали, что делать, кроме этого.
Каждый день у нас был просто обычный день. Мы просыпаемся, идем на работу, работаем, мы уходим, а дальше, погуляли час-два, и все, мы просто сидим дома, ничего не делаем. И мы подумали, почему нет? Мы пропустили пару до этого тренировок, но пришли на первую тренировку, у нас ничего не было. Мы не знали, что ничего делать, у нас бутсов не было, у нас не было перчаток, у нас, мы буквально пришли, не зная ничего. Но когда мы пришли, нам сразу понравился этот спорт. Мне лично понравилось, насколько ты можешь использовать физическую силу в этом спорте, и то, что тебя ничего не останавливает. Ты можешь буквально взять чувака, перекинуть через себя, и тебе ничего не скажут. Под конец тренировочного лагеря мы более-менее научились играть, и дальше мы играли целый сезон. Я частично тоже пошел из-за того, чтобы поддерживать мою физическую форму, так как это, один из самых физических спортов в Америке и один из самых популярных. То есть, по сути, вы решили просто попробовать новую авантюру, из-за того, что просто сама необычность этого спорта, его свобода, действий. Прекрасный опыт. По поводу американского футбола, это же, наверное, по атмосфере самый такой... Вот в Америке по атмосфере это, наверное, самый крутой спорт. Там черлидерши, команда, тренеры. Мне кажется, заряженность во время сезона в этом спорте самая энергичная. Мне кажется, вот в никаком спорте, именно в американском никаком спорте этого больше нет, кроме американского футбола. Потому что тебя окружают черлидерши, тебя окружает куча людей, которые сидят на трибунах и болеют за вашу команду. Да, особенно до игр. До игр происходит... это просто магия американского футбола. Мы сидим в раздевалке, мы берем колонку, мы врубаем музыку на всю раздевалку, нам никто ничего не говорит. Мы кричим, мы делаем все, что хотим. Просто чтобы поднять энергию до игры. Потом мы садимся на автобус, и мы просто кричим, как мы разорвем другую команду. И когда мы приходим, самое лучшее, когда ты посеял страх в чужую команду. Когда ты видишь, что они тебя боятся, и особенно во время игры. Но очень травмоопасный спорт. На самом деле, очень травмоопасный спорт. Я сам это прочувствовал. Кисть сломал до сих пор уже уже в 5-й месяц она заживает. Потом чуть позвоночник, я чуть не стал инвалидом. У меня врезались прямо в позвоночник. И, нужно быть аккуратней, нужно быть поосторожней. Я знал, на что я шел. Я сам был тоже на пару школьных матчах по американскому футболу. Если говорю то, что этот спорт реально олицетворяет Америку. Когда ты приходишь на этот матч, можно вообще почувствовать просто за один вечер всю американскую атмосферу, настроение, эту заряженность, потому что, мне кажется, в школе вообще ни на каких спортах нету столько болельщиков, как на американском футболе. Это даже не чувствуется, как будто это школьная лига, это чувствуется, как будто это какой-то профессиональный матч, за который ты заплатил билет и пришел посмотреть, потому что перформанс просто невероятный, с учетом того, что это просто школа. И сам спорт, конечно, да, там столько свободы действий. Представляю, что, наверное, просто все становятся зверями в этот момент, перед игрой, когда начинают играть. Да, во время игры ты ни о чем не думаешь. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты его взял, выкинул через поле. Ты хочешь, ты зарядил ему по лицу, ты зарядил. Ты можешь делать то, что ты хочешь, несмотря на свои чувства. То есть, допустим, ты весь день был грустным, ты берешь всю свою злость, просто вырабатываешь. Ты счастливый, ты пришел и кому-то по лицу дал, кому-то врезался, и все равно счастливый остался. Этот спорт подходит каждому, кто хочет попробовать что-то новое. И этот спорт особенно важен для тех, кто хочет поднять свою самооценку и дисциплину. Так как я считаю, что этот спорт реально ее понимает. Вот по поводу тренеров в этом спорте, насколько у них вообще жесткий подход, потому что во всех остальных спортах в Америке там тренеры примерно лояльные, но мне кажется, что в американском футболе они все-таки чуть-чуть пожестче. С первого дня, когда мы пришли на тренировку, нам сразу сказали, что тут с нами не будет сисипукаться. Понимаете? Тут с нами не будет сидеть, говорят, ой, неправильно сделал, ой, попытайся еще раз. Они не будут выслушивать, как мы оправдываемся, они не будут выслушиваться, почему мы неправильно сделали. Они нам скажут, что сделать, и мы это либо делаем, либо мы это не делаем. Если не получается, то еще раз делаем, но мы не сидим по 2 часа и говорим,
ой, я не могу, не могу, не могу. Нет, мы пытаемся, мы стараемся. Они с первого же дня нам сказали, что ничего тут не будет легко. Легко тут ничего не будет. Тут все будет через тренировки, через часы своих усилий. Все лето у нас была тренировка, потом мы поднимаем железо, мы качаемся и обратно на поле тренироваться. Все лето. Потом мы начали вставать в 7 утра, мы начали приходить на это поле, мы бегали по часам. И это было невероятно. Тут по футболу тренера, им все равно. На то, какой ты человек, ты можешь быть толстым, ты можешь быть худым, ты можешь быть высоким, ты можешь быть низким. Они к тебе относятся как к игроку. Несмотря на то, допустим, я не знаю, в волейболе, что я заметил, если ты выше, чем обычный человек, допустим, если ты 2 метра, окей, то к тебе будет относиться по-другому, чем к атакующему, который будет 1,70 м, допустим. Но в американском футболе им не важно, насколько ты физически подготовлен или на то, как ты генетически одарован. Они будут стараться из тебя сделать атлета и продвинуть тебя до твоего потенциала. И это будет тяжело. Это будет очень тяжело. Не каждый готов бегать с 7 утра, не каждый готов подниматься, нести воду для своей команды, бутли огромные, не каждый готов тянуть железо каждый день. Ну, не для каждого спорт, но если ты его все же потянул, он тебя изменит. А этот спорт настолько тебя изменит, просто не до узнаваемости. Наши тренера, я благодарен нашим тренерам. Были у вас чуваки, которые не выдержали и ушли из американской футбольной команды? Да, у нас было очень много чуваков. И, как правило, эти чуваки были те, которых очень сильно булили в команде. То есть, ну, вообще здесь, как бы, если ты... Здесь есть, у тебя как бы есть шанс. Ты убиваешь или тебя убивают. Если кто-то замечает, что ты слабый, тебя начинают булить, и как бы ты не можешь сказать тренеру все такое, потому что ты будешь стукачом, это мы все знаем. И тренеру будет все равно. Тренеру будет абсолютно все равно. Тренеру, кстати, будет не все равно. Он накажет, если он это узнает, он будет наказывать всю команду, а не тех человек, которые тебя забулили. И то есть будет всей команде плохо, поэтому никто особо не жаловался к тренеру. В общем, я очень благодарен этому спорту, что он повысил мою дисциплину, самооценку. Я очень благодарен своим тренерам. И вот. И с этого момента я хочу пробовать что-то новое, продвигаться в жизни и жить жизнь, получать удовольствие от нее. Короче, если вы хотите попробовать вкус настоящей жизни, то просто пойдите на 1 сезон американского футбола. Да, это был очень интересный эксперимент, но нужно продвигаться в жизни. Это не последнее, что у нас случилось. У нас будет еще очень много. Может, мы вернемся, может, нет. Все случается, все случается. Спасибо. Это было... Не, просто последняя часть про футбол, это что-то с чем. Это было реально что-то с чем. Я выговорился на просто уже. До следующего человека в нашем выпуске мы немного поменяли локацию. Сейчас мы находимся на автобусной станции Нью-Йорка, и через несколько секунд мы уже будем вместе с ним. Поехали. Зрители, знакомьтесь, это Стас. Он переехал с города Приморск Запорожской области в 17 лет один в Нью-Йорк. Мы с ним познакомились абсолютно случайно, чуть больше, чем полгода назад, на мой день рождения. Вот в этом Макдональдсе. Мы сейчас снимали внутри, но нас только что оттуда выгнали. В общем, на мой день рождения мы катались по Нью-Йорку на пати-басе, и наша высадка была на Таймс-сквере. Мы просто зашли в этот Макдональдс, чтобы сходить в туалет, и пока мы стояли в зале остальных внизу, я увидел чувака, высокого, в черной кофте, в капюшоне, он ходил со скейтбордом. Я сразу понял, что это не американец какой-то, наш чувак. И потом в итоге вышло так, что он сам уже с нами заговорил. И чтобы вы понимали, мы сейчас с ним видимся только 2-й раз. У меня назрела куча вопросов, поэтому сейчас переходим к интервью. Для начала расскажи, как ты уезжал с Украины, как так получилось, что ты в Нью-Йорк приехал один? Ну, уезжал я с Украины, когда началась война. Вот сначала поехал я в саму Украину, потому что это уже была не Украина, это была уже Россия. Это было очень... Из Запорожской области. Да, из Запорожска. Да, я должен попасть был в Запорожье, центр, это единственное было место ближайшее, не оккупированное. И туда, чтобы уехать, нужно было платить 5000 гривен за одного человека, это довольно-таки дорого. В общем, я короче, мне, естественно, дали деньги родители.
Вот, я сел в эту машину и поехал в Запорожье. Там у меня был дядя, слепой дядя, у которого я жил некоторое время. Ну и пока я там жил, мне делали определенные документы, потому что не было определенных документов, чтобы там попасть в Польшу, в Европу. Мама, короче, меня скинула, там, нашла автобус бесплатный, эвакуационный с Запорожья, пока я там жил, делал все документы, потом сделал до Запорожья, до Львова. С Львова уже можно попасть в Польшу. Вот тогда я уже увидел, так сказать, мир, потому что я жил вот 15-16 лет вот только в Приморске, это маленьком городке, можно сказать, селе. То есть это прям твой поселок оккупировали российские войска? Да. Да. Прям танки все дела? Да, там прям по улице моей приезжали танки. Попал я во Львов на бесплатном эвакуационном автобусе. Вот, там я нашел организацию, где можно бесплатно переночевать. То есть там ночевал в церкви, ночевал еще там какой-то отель бесплатный был. В общем, потом я нашел автобус уже оттуда с Польши. Скидывали родители деньги. Я отель снимал, получается, там жил некоторое время еще. Ну и потом нашел бесплатный автобус в Германию. В общем, как я сюда приехал, у меня нихуя тут не было. Но было, так сказать, много знакомых с Америки. Ага. Вот. Я у них некоторые... Ты еще раньше знал? Да, еще раньше знал. Например, друзья моей мамы, друзья моего папы. Вот я у них некоторое время жил. Но так как это, естественно, не мои родственники, долгое время я там не мог оставаться. Я жил, может, 2-3 месяца у них. Ну и потом, соответственно, просто они мне сказали: все, дорогой, давай иди в путь. На то время мне уже исполнилось, когда было 17, я уезжал уже 18. И с этих моментов я, можно сказать, стал бездомным в Америке. А у тебя родители не планировали переезжать? Конечно, планировали, но не получалось. Так папа не мог выехать, ну, естественно, а мама не хотела бросать дом. Там же у нас большая довольно территория, потому что маленький город, мы там нормально там жили. Вот. Начал жить я в шелтерах, соответственно, работы ничего нет. Вот, потом нашел первую работу. Шелтер, вот когда мы, на момент, когда мы с тобой познакомились. Да, я тогда еще жил в шелтере, да. Это огромная палатка. Да, это просто, да, огромная палатка, где живет куча всяких аборигенов, иммигрантов, ну и несколько пар русских человек. Вот. Некоторое жил я там время, почти без друзей, без нихуя никого. Работал я тогда доставщиком еды, доставлял еду сначала пешком, потом накопил деньги на... Недавно мы с тобой познакомились вообще на скейте перед этим. Да. То есть не просто по Нью-Йорку доставил еду на скейте? Вот именно по Таймс-скверу на скейте, там очень быстро заказы прилетали. Вот, естественно, документы к этому варианту я уже все сделал, все необходимые для работы. Приходилось, конечно, воровать, подворовывать, так сказать. Потому что, если ты не будешь это делать, ты просто сдохнешь, блядь, потому что если нет денег, тут вот один бургер $10 стоит один бургер. Тут, типа, в моем городе за $10 можно, блядь, 20 бургеров купить или 10. Вот. А сколько ты зарабатывал, когда был поставщиком? Зарабатывал где-то минимум $50-100 в день, смотря, если я делаю пешком на велосипеде, если на велосипеде 100% за день было. Вот. Сейчас я безработный. Вчера было интервью насчет работы. Вот, не знаю, возьмут, не возьмут, посмотрим. А ты сейчас где живешь? Сейчас живу дома у девушки, ну, иногда у друзей. Вдвоем? Да, вдвоем, по-разному. Вот. Девушка снимает квартиру? Нет, девушка не снимает квартиру. Просто у нее отец работает на траке, ну, а мама, так сказать, редко появляется дома, она работает фотографом целую ночь. Ну, типа, она, по сути, знаешь, там, живу разрешает перекантоваться, типа, понимает мою ситуацию. Вот. А у тебя девушка откуда? Она с Москвы, сама по национальности, она бурятка, вот, но так всю жизнь в Москве жила, в России. Вот. Несмотря на то, что я с Украины, и я столкнулся с такой ситуацией, что вот из-за этих русских, да, плохих русских, я не говорю, что не понимаешь. Да. Вот, я лишился, так сказать, дома своего, но зато получилось, можно сказать, в Америку. Мне абсолютно похуй, потому что она от Москвы, потому что люди есть разные, и неважно, кто какой нации вообще. Вот и все. А ты когда приехал, ты тут учился? Ну, как сказать. Сколько ты в Украине классов закончил? В Украине закончил официально 9 классов. Вот, но 11 я закончил, можно сказать, дистанционно. Там, но так не получилось. Ты в Америке дистанционно учился? Да. Старался, что-то делал, но по сути так официально я и не закончил 11. Официально закончил только 9 классов. Ага. Сейчас вот прикол про 9 классов будет, да. То есть в Америке ты не учился уже? В Америке я так, как сказать, 1 месяц, может, поучился в американской школе, когда еще жил на то время у друзей моей мамы, у друзей моих родителей. Но
Без обстоятельств, ну, как я могу жить в шелтере, когда уже начал жить в шелтере? Как я могу учиться и, блядь, жить в шелтере? Что за пиздец? Поэтому он бросил. То есть ты просто пошел на работу. Ну, нет, не на работу, я просто пошел, блядь, в этот где-то мир, нахуй. Вот. Так еще получилось, что я хорошо катаюсь на скейте, вот в Украине еще начинал, когда малой был. Ну, этот навык реально мне пригодился. Тогда начинал я кататься, блядь, просто на траве, блядь, а тут вон сколько пространства. Какой классный флэт. Формула-1, мы Формула-1, мы Формула... Когда вот с тобой познакомился, я подписался на тебя в инсте, то следил за твоими сторисами. И вот у меня такое впечатление, будто ты как какой-то персонаж из GTA, знаешь, постоянно катаешься, что-то по ночам тусуешься. Вообще, расскажи про то, чем ты тут в Нью-Йорке занимаешься в свободное время. В свободное время просто чилю, кайфую. Ну, а что тут еще делать без работы? Вот так. У тебя тут друзья, знакомые есть на постоянно? Да, есть парочку. Был самый лучший друг, можно сказать, вообще за всю жизнь даже, может, Ромалда. Сейчас он уехал в Москву. Ну, полное имя Рома, его никнейм, он художник. Картины продают по $1000. Охренеть. Вот, с ним мы тусили здесь все лето, ну, может, месяцев 5-6. А потом он уехал в Москву. Так у меня сейчас тут потом каждый, может, день происходит с девушкой. И что мне, типа, ну, и так нормально. Друзей особо нет. А с американцами тут пересекался? Конечно, раньше пересекался, особенно когда с Ромалдосом дружил. У него же одни друзья только американцев, русские не общаются. Вот. Ну, когда он уехал, вот это все лето я общался с американцами, у нас был даже гэнг. Ну, а сейчас, сейчас я просто каждый день с девушкой либо понял. Кстати, по поводу копов, когда вот мы встретились, ты еще рассказывал про какую-то разборку, в которой ты попал с полицией. Расскажи про... Много было всяких, так сказать, недопониманий. Ты говорил то, что вообще в Москву в какой-то банк заходил без плохих намерений, и тебя случайно повязали. Да было много ситуаций, была даже ситуация, когда я просто шел, и это было алкогольное опьянение. Я просто, просто вот кайфнул на пол, и так совпало, что рядом были копы, которые, случайно попала моя слюна на ему на ботинок. И он ко мне приехался, говорит, типа, что ты там делаешь? Я говорю, если просто харкнул случайно ему на ботинок? Да, случайно, это получилось, что типа я приду туда, и тут коп стоит еще. Такой, говорит, что ты там делаешь? Я, извините, все это все случайно вообще, да. И потом, блядь, я иду дальше, и просто слышу, как он, сука, начинает бежать за мной. Это было около моего дома. Я знаю, где ближайший метро, пробегаю один квартал, второй, и я вижу, едет оттуда машина, она проезжает, останавливается уже на следующей дороге, меня просто с двух сторон вот так, просто два копа прижимают, не прижимают, а окружает. И просто, чувак, за то, что я буквально, даже если специально, случайно плюнул, он просто мне начинает предъявлять такую тему, что говорит, я сейчас буду стрелять шокером, если ты типа не остановишься. Я там еще пытался убежать, но меня просто с двух сторон зажали. Я говорю, они говорят, ложитесь на пол. Типа, мне говорят, ложитесь на пол, иначе будем стрелять шокер. Я просто в ахуе, все, лег. Ну и отсидел я там, может, 2 сутки за это. Офигеть. Мелкое хулиганство. В суде мне, естественно, дело закрыли, ничего не сказали. Вот. Насчет банка, то тоже такая же тема была. Дошел я в банк в маске, короче. Вот, что-то там сидел, и просто мне приехали, типа, что я в маске сидел. Снимайте... Я подумал, что ты мог. Говорят мне, снимайте маску. А я не хочу, мне так комфортно. Типа, свободная страна, правильно? И из-за того, что я не снимал маску, они начали просто меня паковать, короче. Офигеть. Ну, вот ничего такого. Тоже там что-то 2 сутки отсидел за них. Вот в метро еще, я помню, прыгал. Кстати, просто копов тут сейчас стоит. Да, теория. Сейчас говорим, Коля, сними. Просто прыгнул в метро, чтобы понимали, вот все дети, даже не дети, все взрослые в Нью-Йорке прыгают в метро, даже при копах, им ничего. Я просто прыгнул в метро, как и все люди это делают. И мне просто мной начинает гнаться чувак, полиция. И тупо меня, естественно, опять надевают наручники. Хотя я, естественно, мог там убежать. Но я понимаю, что там, если я убегу, вот там еще стоит, там еще опять окружит, тоже отсидел за их 2 сутки. Сколько, в общем, тебя ловила тут полиция вообще? Ну, думаю, раз 5-6, может. Какой самый большой опыт, которым ты можешь поделиться почти за 2 года жизни в Нью-Йорке? Самый большой опыт, то, что реально доверять людям, это реально нереально, короче. Нужно всегда положиться на себя. Ну и, естественно, что можно сказать, что, блядь, жизнь, она реально, блядь, непростая у нас. Да. Ну, после Нью-Йорка это особенно может быть. Да. Какие у тебя вообще планы на будущее? На будущее?
Вот, хотя бы выжить. Ладно, если честно, на будущее планы не рассказываю, бро. Ты бы хотел бы переехать в какое-то более спокойное место? Конечно, хотел бы. Давно хочу уже переехать, ну, хотя бы в Украину, увидеть свою бабушку, дедушку, потому что, ну, не знаю, сколько им еще осталось жить, естественно. Ты бы планировал возвращаться прямо в Украину или просто уже в Америке? Хотел бы, да, конечно, остаться здесь, иметь возможность посетить свою страну, в которой я родился, и вернуться. Но пока такой возможности нет, вот, жду, что дальше будет. Да. Брат, спасибо. Спасибо, бро. Это Сима и Стеша, две сестры. Они живут в Америке чуть меньше года. Подружился я с ними этим летом 2024-го. Они приехали с Киева и сейчас живут в Америке с приемными родителями. Расскажите, как так получилось и как вы уезжали из Украины? Мы вынуждены выехали из Украины, как и большинство украинцев. У нас никогда не было цели переехать. После начала полномасштабной войны первую неделю мы провели в подземном паркинге, но Сима может рассказать, как там было. Какие условия там были, не очень. Расскажи, Сима. Было холодно ужасно, и мы приняли решение, что надо, наверное, уезжать, потому что с каждым днем становилось все меньше и меньше наших знакомых и всех. Просто абсолютно мы остались единственные в паркинге, кто остался, все остальные уехали из страны. На тот момент вы с кем там были? С мамой и одной нашей подругой. Это были первые недели войны? Это была первая неделя войны, да, то есть первые 7 дней. И, то есть, людей становилось все меньше и меньше, как Сима уже сказала. И просто было очень страшно то, что у нас очень оживленный район, миллион детей, то есть остановилось как бы... Просто город превращался в город-призрак. И мы приняли решение переехать в Польшу. Там мы прожили чуть больше 1,5 лет. Вот, то есть, в принципе, все было хорошо, и я даже должна была, возможно, поступать в университет в Польшу. Но случилось то, что никто не ожидал. То событие, которое изменило прям реально всю нашу жизнь. У нас не стало мамы. Это было довольно-таки резко. То есть никто этого, правда, не ожидал. Хотя, ну, у мамы был рак, и она проходила лечение в Киеве. И это уже были как бы... Это был уже 3-й, 4-й рецидив. И то есть факту можно было сказать то, что ничего неожиданного. Но нет. Настрой мамы был очень боевым, она всегда верила в то, что все будет хорошо, верила в лучшее, и то есть нельзя было сказать то, что что-то бы пошло не так. Но я принесла ковид, я заразила ее ковидом, мама после нового лечения начала новую схему лечения, потому что старая уже перестала помогать. У нее был очень ослабленный иммунитет, и мы не знали, какие там побочные эффекты от этого, и просто мама перепутала как бы как протекает ковид с ее последствиями от химии. И она думала, что ничего страшного, и это просто последствия от химии, а это как бы нормально. Но нет, это был как бы... Все совпало, и, к сожалению, мама просто не стала. Это произошло уже в Польше? В Польше на Рождество 23-го года, вот, 25 декабря. Я, естественно, написала сразу всем нашим родственникам, друзьям. Вы на тот момент в Польше были только втроем? Была я, мама, Сима и еще наш дедушка. Да, мы очень много как паниковали. Стеша вызывала скорую, а мама говорила, нет, не надо, прям кричала на Стешу, потому что она волновалась, она не хотела этого всего, она думала, что сейчас все пройдет. Но, к сожалению, только все ухудшилось. Мама просто упала в обморок, и, наверное, у нее просто остановилось сердце тогда. У мамы была легочная эмболия, тромбы в легких, которые просто заблокировали ей путь того, что она может дышать, и она просто задохнулась. Поэтому это вообще было очень... Оно все было очень понятно. Типа, это было... То есть это произошло просто все резко вечер Рождества? Это было очень резко. Это... Еще и в другой стране? Минут, за 10 минут. Да. До 10 минут. То есть это, от того момента, как мама начала задыхаться, до того момента, как нам сказали, что мама умерла, прошло минут 10. Потому что сколько надо, чтобы человек задохнулся. Не так уж и много, там, 2 минуты. Что вы вообще делали? Вы находитесь в другой стране, происходит это? Да, мы сразу... Я не знала... Вы вызвали скорую? Да, мы в итоге вызвали скорую, я уже
наплевала на то, что мама говорит не вызывать скорую, не вызывать скорую. Я наплевала, вызвала скорую, они приехали. Когда мама уже, к сожалению, была без сознания, то есть это еще тоже так, я ушла вызывать скорую, а Сима осталась с мамой в комнате. И, получается, Сима просто кричит: «Стеша, мама потеряла сознание, или мама умерла, или что-то такое». Я прихожу, мама просто лежит головой на поверхности. Она сидела. Вот, я просто поднимаю, я начинаю ее пытаться растормошить, я бью ее. Я говорю: мама, быстрее вставай, мама, живи. И я звоню в скорую еще раз, потому что они долго едут. Ну, в моем понимании это было долго. Я не знаю, возможно, они ехали 2 минуты, но в моем понимании это было полчаса. Пытаются что-то сделать, ставят маме маску, и в итоге просто говорят, что, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Вот я позвонила вроде бы сразу же маме лучшей подруге, моей сестре и папе нашему тоже. Вот, чтобы они продолжали делать какие-то действия, потому что скоро она просто уехала. Они в это время находились в Украине? Мой папа в Норвегии, подруга в Украине, а сестра в Австрии. Вот. То есть все в разных. И вот мы остались сами. Я всю ночь переписывала со всеми. Моя мама, она была очень близка с нашей сейчас приемной мамой, потому что они начали общаться хорошо последние несколько лет. И, получается, наша сейчас уже приемная мама пишет: давайте мы вас заберем к себе. Я не восприняла даже это как что-то серьезное, но со временем как-то мы стали больше общаться. Они начали оформлять у нас документы, мы начали друг друга узнавать лучше, мы стали созваниваться чаще. И, в общем-то, мы принимаем решение переезжать из Польши в Австрию. На тот момент, когда все это произошло, вы с папой уже давно не жили вместе, да? Папа жил в Норвегии. То есть мы по факту... Мы были в плохих отношениях с нашим отцом. Он, не можно его даже назвать отцом. Он работает гидом, то есть он возит туры в разные страны. И эти туры могут быть по месяц, по 2. И это, кстати, тоже нас спасло, потому что если бы он приехал, мы бы 100% с ним выехали в Норвегию. И это было бы ужасно для нас всех. То есть ваши приемные родители хотели побыстрее вас забрать, чтобы вас не успел взять папа? Да, чтобы нас не успел взять папа. Это было соревнование кто кого, что-то такое. То есть это реально была какая-то битва, и это было очень страшно. Вот, и то есть мама умерла 25-го, а 4 января мы уже были в Вене. То есть мы приехали к старшей сестре в Вену, где тоже происходило очень много странных ситуаций, связанных с папой. Он прилетел в Вену, и он буквально охотился за нами по городу. Мы пошли в Организацию защиты женщин, прав женщин, чтобы взять на 2 недели какую-то бумажку, то, что он к нам не может приближаться. Если он приблизится, то ему будет очень плохо. Он нас не нашел. Он пробыл в Вене 3-4 дня и уехал. На этом с ним какие-то прям такие большие проблемы закончились. Когда жили в Австрии, вы тогда учились? Что вы делали все эти 4 месяца? Это было очень забавно. Сима не училась, я училась онлайн. То есть мы по факту... В украинской школе? Да. Я проходила все уроки, меня это успокаивало. А я весь день просто лежала, играла в игры и вообще никаких уроков не делала. Да, Сима спала просто 24/7, ела одни хлопья и спала. Вот. Ей было очень тяжело. А что тоже было тяжело, то что Сима из-за очень нестабильного состояния, она уходила из дома, и... Вы искали потом? Искали. Она один раз, она не выходила очень долго, то есть недели 2 с собакой совсем. А в один день, утром, в 7 утра, она ушла на 3-4 часа гулять в парк без телефона. Она совсем не знает город. Интернета у нее не было. Но я всю ночь продумывала свой план. Но я этого не знала. Конечно, я сама это продумала. И вот в марте, 7 марта, за нами приезжают наши приемные родители Ира и Миша, чтобы забрать нас в Вену. Да, сюда мы приехали, и жизнь стала налаживаться, все стало спокойно. Когда вы только сюда приехали в Америку, как выглядели ваши тут первые месяцы адаптации? Не знаю. Первый день, когда я сюда приехала, я вообще представляла по-другому себе Фейерлон. И прям вот этот парк, в котором мы сейчас находимся, выглядел совершенно по-другому. Каким-то прям очень серым.
ужасно все было. Сейчас довольно серый. Нет, не прям так. Не знаю, выглядит как-то так, как будто бы какая-то другая планета. Не могу даже это объяснить. Мне вообще с мозгами было плохо весной. Очень плохо было ментально. Мне я тоже уходила из дома по ночам. Говорила, я не вернусь никогда в этот дом. Говорила, я иду домой, а дом там, где моя мама, а мама на небесах. Типа я такими делала как намеками, что я убью себя. Но все, слава богу, как стало хорошо. Есть ли у вас сейчас какие-то планы на будущее? У меня нету. Я еще не знаю, что я буду делать вообще. Ну, вот я не могу даже сказать, что будет, например, через год. Потому что жизнь очень сильно как меняется. Вот, например, 2 года назад я не могла сказать, что я буду здесь. Я вообще была в Польше, сидела дома и думала, ну, что закончится как через год война, и я буду в Украине. А вот сейчас я здесь. У тебя, Стеша? То же самое я думаю над будущей профессией, о чем-то, в принципе, да, как оно все будет, но то есть мне стоит больше задумываться над этим. Вот. По крайней мере, в какой стране у вас есть желание продолжать свою жизнь? В какой стране есть желание? Я думаю, все-таки в Америке пока что, да, университет точно в Америке, а дальше я не знаю, как будут. Возможно, я вернусь в Европу. Но я не думаю, что в Украину, но, возможно, в Европу. А у тебя, Сима, в какой стране ты бы хотела жить? Я думаю, или в Америке, или я хочу вырасти и поехать в Австралию. Почему в Австралии? Первый раз слышу. Я тебе говорила, или на Гавайи, или в Австралию я хочу. У тебя очень эпично. разные географические. Я знаю, но Ну, отлично, почему бы нет? Нет никаких границ. Правда. Нет, я абсолютно поддерживаю тебя. Хорошо. Да, потому что в Европу я, честно, не хочу возвращаться. Только, может, как путешествовать, но я там не хочу жить. Я не знаю. Все, спасибо. Тебе спасибо большое. Спасибо большое. Вот такая моя история жизни и история жизни моих друзей и знакомых на новом континенте. Мы были как потерявшиеся рыбки Немо в новом для нас океане. Нам повезло встретить друг друга и плыть дальше уже вместе, помогая друг другу в этой новой стране, которой я тоже очень благодарен. В Америке для нас начался совершенно другой этап жизни. Сложный, но полный нового опыта и разных возможностей. От вождения машины в 16 лет до полноценного развития в любой сфере, которая тебе по душе. Америка расширила границы моего мировоззрения через возможности общаться, работать и конкурировать с людьми разных национальностей, культур, а иногда кажется, что даже разных вселенных. Мы искренне поделились нашими историями, чувствами, эмоциями и впечатлениями. Также я не могу не сказать то, что я очень люблю Россию и скучаю по ней, по моим близким и друзьям там. Но из-за войны, которую моя страна сейчас ведет в Украине, из-за репрессий, которые сейчас идут вовсю в России, из-за людей, которые поддерживают эту войну и Путина, я пока не могу и не хочу туда возвращаться. Потому что я выбираю мир. Мир во всех значениях этого слова. Мир как world, со всеми его возможностями и свободой выбора. И мир как peace, противоположность войне. Посмотрите на нас, на ребят с России, Украины, Узбекистана. Мы все дружим, любим друг друга. Вместе спокойно учимся, занимаемся спортом, отдыхаем. Да, бывает, ссоримся, ругаемся, но мы не враждуем и не держим зла друг на друга. В мире есть куча всего крутого, что можно попробовать, ощутить, открыть что-то для себя. Поэтому война в нем совсем неуместна и противоестественна. С вами был Сёма Черемисин. Всем спасибо и до следующих встреч.